Привет! Меня зовут Маша. Сегодня мы учим творительный падеж. Смотрите на экран. На экране написано «творительный падеж». Под этим написано «кем», «чем». Это главные вопросы. «Кем» — это про людей и профессии. «Чем» — это про вещи и предметы. Еще есть «с кем», «с чем». Это значит «вместе с». Давайте начнем. Смотрите внимательно на картинки. Смотрите на картинку. Маша сидит за столом. Стол большой и белый. На столе лежит тетрадь. Тетрадь открытая. В руке у Маши ручка. Ручка синяя. Маша пишет ручкой. Она пишет в тетради. Чем пишет Маша? Ручкой. Маша пишет синей ручкой. Рядом с тетрадью лежит красный карандаш. Но Маша не пишет карандашом. Она пишет ручкой. Теперь Маша на кухне. Она сидит за столом. На столе стоит большая белая тарелка. В тарелке суп. Суп оранжевый и горячий. В правой руке у Маши ложка. Ложка серебряная и блестящая. Маша ест суп ложкой. Чем она ест? Ложкой. Маша ест ложкой, не вилкой. Рядом стоит стакан. В стакане вода. Маша ест горячий суп большой ложкой. Кем работает Маша? Маша работает врачом. Посмотрите на картинку. На Маше белый халат. Халат длинный и чистый. На шее у нее стетоскоп. Стетоскоп черный с серебряными трубками. Маша стоит в кабинете. Кабинет светлый и белый. За Машей стоит белый шкаф. В шкафу лекарства. Маша улыбается. Она работает врачом. Кем она работает? Врачом. Маша идет гулять. Она идет гулять с подругой. Посмотрите на картинку. Слева стоит Маша. Справа стоит ее подруга. Подругу зовут Лена. На Лене желтая куртка. У Лены длинные черные волосы. Маша и Лена стоят рядом. Они вместе. С кем гуляет Маша? С подругой. Маша гуляет с Леной. Они подруги. Они гуляют вместе. Сейчас идет дождь. Посмотрите на небо. Небо серое.
Маша идет с зонтом. Зонт большой и красный. Маша держит зонт в правой руке. Зонт над головой. На Маше синий плащ. Плащ длинный. На ногах резиновые сапоги. Сапоги желтые. Маша идет под дождем. С чем она идет? С зонтом. Маша идет с большим красным зонтом. Маша дома. Она сидит за столом. На столе стоит чашка. Чашка белая и большая. В чашке кофе. Кофе черный. Рядом стоит маленький кувшин. Кувшин белый. В кувшине молоко. Молоко белое. Маша наливает молоко в кофе. Теперь это кофе с молоком. Маша пьет кофе с молоком. С чем кофе? С молоком. Она любит кофе с молоком. Что делает Маша в свободное время? Маша занимается спортом. Посмотрите на картинку. Маша в спортивной одежде. На ней белая футболка. На ней черные спортивные штаны. На ногах белые кроссовки. В руках у Маши большой мяч. Мяч оранжевый. Маша держит мяч двумя руками. За Машей стоит синий коврик для йоги. Коврик лежит на полу. Маша занимается спортом. Чем она занимается? Спортом. Еще Маша интересуется музыкой. Смотрите на картинку. Маша сидит на стуле. Стул деревянный и коричневый. В руках у Маши гитара. Гитара коричневая. Гитара большая. Маша играет на гитаре. Пальцы на струнах. Рядом на столе лежат ноты. Ноты белые с черными линиями. Маша занимается музыкой. Чем она интересуется? Музыкой. Маша интересуется музыкой и играет на гитаре. Теперь мы учим, где находятся вещи. Посмотрите на картинку. В комнате стоит стол. Стол белый и квадратный.
Под столом сидит кот. Кот серый и пушистый. У кота зеленые глаза. Кот сидит прямо под столом. Где кот? Под столом. Кот под белым столом. Кот спокойный. Он любит сидеть под столом. Смотрите на ту же комнату. Стол все еще здесь. Стол белый. Теперь посмотрите вверх. Над столом висит лампа. Лампа круглая и желтая. Лампа висит на черном проводе. Провод идет к потолку. Лампа прямо над столом. Где лампа? Над столом. Лампа висит над белым столом. Лампа горит. Она дает свет. Теперь смотрите сюда. Маша стоит за креслом. Кресло большое и синее. Кресло мягкое. У кресла высокая спинка. Маша стоит прямо за креслом. Видна ее голова. Видны ее руки. Руки лежат на спинке кресла. Маша улыбается. Где Маша? За креслом. Маша стоит за синим креслом. Маша выглядывает из-за кресла. А сейчас где Маша? Маша стоит перед окном. Окно большое и квадратное. Рама окна белая. Через окно видно голубое небо. Видны белые облака. Маша стоит прямо перед окном. Она смотрит в окно. Ее спина к нам. Видны ее волосы. Видна ее розовая кофта. Где Маша? Перед окном. Маша стоит перед большим окном. Смотрите на эту картинку. В комнате два растения. Растения в горшках. Горшки белые. Левое растение высокое, с зелеными листьями. Правое растение тоже высокое и зеленое. Маша стоит между растениями. Она стоит точно посередине. Слева от нее растение. Справа от нее растение. Где Маша? Между растениями. Маша стоит между двумя растениями. Она улыбается. Теперь другая картинка. Маша сидит на диване. Диван серый и мягкий. Рядом с Машей сидит собака. Собака коричневая. Собака большая и добрая. У собаки длинные уши.
Собака сидит очень близко к Маше. Маша гладит собаку. Ее рука на голове собаки. Собака рядом с Машей. Где собака? Рядом с Машей. Маша сидит рядом с собакой на сером диване. Маша любит читать. Когда она читает? Маша читает вечером. Посмотрите на картинку. Маша сидит в кресле. Кресло уютное и бежевое. В руках у нее книга. Книга открытая. Рядом стоит торшер. Торшер высокий. Лампа горит теплым светом. За окном темно. Небо темно-синее. Это вечер. Маша читает вечером. Когда она читает? Вечером. Когда Маша гуляет в парке. Маша гуляет весной. Посмотрите на картинку. Маша идет по дорожке. По сторонам растут деревья. На деревьях розовые цветы. Это цветущие вишни. На земле зеленая трава. В небе яркое солнце. Небо голубое. Маша в легкой одежде. На ней розовая кофта. Это весна. Маша гуляет весной. Когда? Весной. Раньше Маша была студенткой. Она училась в университете. Но теперь она стала врачом. Посмотрите на левую часть картинки. Слева Маша студентка. На ней обычная одежда, в руках книги и тетради. Она молодая. Теперь посмотрите направо. Справа Маша врач. На ней белый халат, в руках медицинский планшет. Она стала врачом. Кем она стала? Врачом. Маша стала хорошим врачом. Отлично! Давайте повторим все. Творительный падеж – это просто. Мы говорим «кем», когда говорим о профессии. Маша работает врачом. Мы говорим «чем», когда говорим об инструментах. Маша пишет ручкой. Она ест ложкой. Мы говорим «с кем» и «с чем», когда говорим «вместе». Маша гуляет с подругой. Маша идет с зонтом. Мы говорим «чем заниматься» для хобби. Маша занимается спортом. Она интересуется музыкой. Мы используем творительный после предлогов места. Под столом, над столом, за креслом, перед окном, между растениями, рядом с собакой. И мы говорим «когда». Вечером, весной. Теперь вы знаете творительный падеж. Молодцы!